Слава Украине, привет всем от Полонского. Английская газета Telegraph, значит, она опубликовала очень интересные вещи по поводу того, какой именно мирный план Украина рассчитывает, что будет рассмотрен. Значит, она утверждает, что этот план был предоставлен Соединенным Штатам Америки, и вот сейчас представитель Трампа Витьков поехал туда, на Москву, значит, на переговоры, он уже находится в Москве. Не знаю, будет руку к сердцу еще прикладывать при виде кровавого маньяка Путина или не будет, но в любом случае Витьков повез это, судя по всему, туда. Хотя содержание, в принципе, этого, скажем так, письма или этого видения мира по-украински мы пока не можем, как говорится, 100% подтвердить, но если это правда, то все, в общем-то, цельно и правильно. Итак, что хочет Украина, по словам The Telegraph? В центре переговорного процесса должна находиться Украина, а не Соединенные Штаты и Трамп. Но это абсолютно очевидно. Соединенные Штаты уже не раз показали, что им абсолютно наплевать на все, что произойдет в Украине. Им абсолютно наплевать на украинцев. Ну, в том виде, в котором они сегодня, по крайней мере, есть. Я говорю о трампистах. Да? Давайте будем все-таки разделять трампистов и США, потому что частично это различные вещи. Да, то есть трампистам плевать на Украину, трампистам плевать на украинцев, на наши интересы и на все это, поэтому представлять нас они просто физически не могут. Если они хотят что-то представлять или что-то из себя представлять, соответственно, они должны руководствоваться тем, что мы им говорим, а не пороть какую-то отцебятину, которую потом на уши невозможно натянуть. С этим невозможно поспорить. Следующее. РФ нельзя разрешить использовать соглашение для ограничения численности ВСУ или оборонно-промышленной базы. Еще чего не хватало. Я вот даже подумал, это очевидная вещь. Кто такие там путирасты, что они нам будут что-то там разрешать, запрещать, вот, ограничивать нашу армию или наш военно-промышленный комплекс. Да чихать мы на них хотели. Как и на тех, кто пытается это ограничивать, понимаете? То есть, это очевидные вещи. А еще Трамп сказал, что Россия же, видите, она идет на поступки, значит, на уступки в том, что она не будет захватывать всю Украину. Рука-лицо, все, что я могу сказать. Они пускай Белогоровку Луганской области захватят, они уже 3 года захватывают. Засранцы. Они там что-то захватят. И Трамп это рассказывает, как такое достижение собственной дипломатии. Они сами знают, что они никогда ничего не захватят. Поэтому они и рассказывают. А Трамп слушает. А Витьков вообще там это... Ой, олух царя небесного. Дальше. Важно иметь четкие гарантии безопасности как цену за любое будущее мирное соглашение, согласно которому Украина передаст территорию России даже на временной основе. Прежде всего, ни о какой передаче территории России не может идти речь. Есть захват территории, захват силовой, да? Который не признан мировым сообществом, не считая там нескольких бурумбеков абсолютно полных. Никто этого не признавал, признавать не будет. Соответственно, когда нужно будет, мы его отберем точно таким же образом. Мы просто немножко посидим у речки и подождем, да? Потому что зачем нам такой мир, где есть Россия? Да, то есть подождем немножко и посмотрим, что с этого всего получится. В любом случае, никто признавать российский суверенитет над этим не будет, это раз. А второе, нам нужно иметь четкие гарантии безопасности от тех стран, которые это могут гарантировать. Вот и все. Если не хотят нас брать в НАТО, значит, вот нужны такие гарантии безопасности. Следующее. Мирное соглашение должно основываться на международном праве, а не на капитуляции. Но это абсолютно естественно. Коллективный трампопут хотел, чтобы, значит, Украина капитулировала, признала все хотелки Путина, потому что все, что можно было, все, что могло бы быть предметом переговоров, Трамп слил еще до их начала. Ну, великий же переговорщик, да? Вот, и начал обсуждать то, что было очевидно. Да? Вот Россия разрешит вам рожать детей. Россия разрешит вам, это же уступка со стороны России. Россия разрешит вам дышать свежим воздухом, да. Это же уступка со стороны России. Да. Россия разрешит, что над Украиной будет идти дождь. Но это же уступка. Ну и все в таком, вы поняли, да? То есть международное право, а не какие-то идиотские совершенно высказывания Трампа и Витькова. Вот. И, соответственно, на международном праве все эти соглашения должны быть построены, а никак не иначе.
все остальные соглашения с ними можно сходить в такой сортир, который очень любит Путин, значит, вот свободного падения, и там использовать такую бумагу по назначению, как говорится. Дальше. Разрешение России контролировать Крым позволяет угрожать ей не только нападениями на Украину, но и на черноморских союзников Румынию, Турцию и Болгарию. Абсолютно очевидно. Страна-бандит, страна-террорист находится в Крыму. Это уже создает очаг напряженности, это уже создает очаг терроризма, потому что, вы сами понимаете, Россия страна-террорист. И, ну, это опасно для всех. Когда бандиты где-то находятся, это опасно для всех, кто это дело окружает. Вот, собственно говоря, и все. Это абсолютно очевидно. То есть, вот такие вот детали этого соглашения, которые наши туда передали. Да, де-факто сегодня рашисты находятся на определенной части украинской территории, и выдавить их отсюда мы быстро не можем. Но это не говорит о том, что мы должны хоть что-либо из этого признавать. Вот. И не говорит о том, что при случае, когда это будет возможно, мы, значит, свое заберем назад. А поскольку у России нет границ, ну тогда, извините, там Кубань и так далее тоже. Посмотрим. Как это еще произойдет, мы еще будем, как говорится, посмотреть. И еще один очень интересный момент. Сегодня, опять-таки, Зеленский выступил и очень красивое сделал, было очень красивое интервью. Он рассказал, опять-таки, для американцев, знаете, очень интересную вещь. Значит, вот американцы постоянно утверждают, что Украина имеет от Соединенных Штатов Америки все и то, и то, и то, и то, а ничего взамен и так далее. Кстати, заметили, что они заткнулись уже 300 миллиардов фантастических долларов? Да. Вот. А Зеленский сегодня их умыл. Умыл очень хорошо, потому что, знаете, да, действительно, мы получали от Соединенных Штатов бронетехнику, Хаймарсы и так далее. И мы что? Мы за это благодарны. Это без вопросов. Здесь нет никаких двойных смыслов. Мы благодарны за военную помощь, которую Соединенные Штаты нам предоставили. Это однозначно. А теперь начинается но. Но дело в том, что и Соединенные Штаты от нас получили бесценные, абсолютно бесценные вещи. Прежде всего, это боевой опыт, а именно в плане использования американского же оружия не где-то на полигоне, где пиу, а ну-ка посмотрим, хорошо легло. Еще раз пиу. Не очень хорошо легло. Это, знаете, на полигоне война на полигоне и война. Это две огромные разницы. В условиях противодействия рэба, в условиях, когда по тебе летят снаряды, в условиях, когда сзади взорвалось в 20 метрах, спереди в 30 метрах взорвалось что-то там. Вот, поэтому Украина передает Соединенным Штатам Америки безвозмездно, и они должны это тоже признать, и тоже быть благодарны за это, как и мы благодарны им за то, что они для нас сделали. Очень важные вещи. Это опыт использования американского оружия в самых, что ни на есть, жестких условиях войны. Такого ты нигде не получишь опыта. Да. И вот американцы теперь четко знают, вот это оружие работает в таких-то условиях. Вот это ни хрена не работает. Вот это вообще бесполезно. А вот это супер. Вот. И они уже могут понять, по каким направлениям дальше развивать свое собственное оружие. Плюс мы же им передаем данные по поводу того оружия, которого у них нету, например, сил беспилотных операций, которое создается уже в Украине буквально на коленке, буквально прямо в бою с пылу с жару прямо сейчас. Надо сказать, что подавляющее большинство, более 90% дронов, которые создаются в Украине, это украинские уже дроны. С украинскими ноу-хау. И американцы получают эту информацию. Эта информация стоит огромных денег. Потому что американцам не надо пробовать, тыкаться, мыкаться. Ну, а вот это пойдет или не пойдет? А фиг его знает. А вот это как в таких условиях, да, сработает? Да может сработает, а может и не сработает. А фиг его знает. Тут уже без фиг его знает. Все или работает хорошо-плохо, или не работает вообще. Вот, уже есть готовая информация. Не надо тыкаться, не надо мыкаться. Вы получаете готовую информацию. И за это тоже надо быть благодарными. И надо сказать, что американцы уже это дело когда-то использовали такой опыт. Это уже было один раз, и они, кстати, были жутко благодарны тогда еще Израилю. Это же 67-й год, опыт использования тех же самых танков, и в 73-м году, кстати, то же самое. Они получали от Израиля эту информацию. Даже я думаю, что в 73-м году это была информация более интересная, чем в 67-м. Хотя и тогда была интересна. Опыт использования израильской бронетехники и израильской авиации вот в войне шестидневной, соответственно, 67 года, либо потом в войне 73 года.
когда вскрылось много позитива, много негатива с точки зрения использования танковых сил, с точки зрения использования авиации, с точки зрения подготовленности мобилизационного ресурса и так далее. Израильтяне им тогда передавали эту информацию. Американцы, кстати, были страшно благодарны за это, потому что, опять-таки, это не надо тебе тыкаться лбом куда-то и думать, а как это произойдет, а что с танками будет, если сделать так, а если так, а вот если так. Все готово уже, все, вот вам опыт использования, вот вам противник, который воюет на советской технике, которая будет воевать против вас же, если что, там Т-55, Т-54, на тот момент Т-62, новейшие танки были, да, вот, и они получили этот бесценный опыт, вот, поэтому сейчас они тоже получают бесценный опыт, и поэтому сказать, что это, знаете, движение только в одну сторону в отношении Украины, нет, это движение в две стороны, они нам передают свое оружие, и не только они, а те же французы, например, шведы и так далее, да, канадцы, мало ли кто. Вот. И потом знают, как это оружие работает на поле боя. Вот. То есть это движение в другую сторону. Потому что они нам дают оружие, боеприпасы, дают броню, а потом видят, оно вообще рабочее или не рабочее, а если рабочее, то до какой степени. Поэтому еще раз говорю, благодарны должны быть и они нам, и мы им. Плюс они нам должны быть благодарны за то, что мы задержали вот эту орду в Белогоровке. И она сейчас не штурмует Варшаву.